Утро 26 октября в Узбекистане началось с экстренных новостей. Сообщалось, что в ночь накануне в Кибрайском районе, под Ташкентом, было совершено покушение на Камила Алламжанова. Он не какой-то случайный чиновник, это фигура из окружения президента, медийный тяжеловес, один из идеологов узбекских реформ. Машина, в которой он ехал, якобы подверглась обстрелу, причем не где-то, а почти в столице. Уже через несколько часов СМИ разнесли сухую формулировку: благодаря бронированному кузову никто не пострадал. И вроде бы все прозрачно: пули, угроза, чудесное спасение. Но чем больше ты вчитываешься, тем меньше остается доверия к официальной версии. Где фотографии автомобиля? Где видеозапись с места? Где баллистика, следы, улики? Ответа нет. Зато есть громкое заявление Генпрокуратуры: возбуждено уголовное дело, установлены подозреваемые. И тут же громкое имя: Жавлон Юнусов, арестованный в Южной Корее, якобы причастен. А дальше еще громче: два гражданина России, Беслан Расаев и Шамиль Тимирханов, объявлены в розыск по Интерполу. Сумма заказа — $1,5 миллиона. И все это в официальной версии, выданной за сутки. Что мы видим? Без суда, без показаний, без детального расследования, уже названы исполнители, схема, мотив. Так не бывает в настоящем следствии. Так бывает только в постановке. Особенно странно, как быстро и молниеносно все это было обнародовано. Как будто сценарий уже был написан заранее. И каждое слово звучало не как расследование, а как политическая пьеса. Сам Алламжанов — человек, чья фигура давно вызывает раздражение в элитных кругах. Он медийный, амбициозный, идеологически опасный для закрытой системы. И тут покушение неудачное, но громкое. А дальше тишина. Ни пресс-конференций, ни записей с камер, ни новых деталей. Все зависло. И именно это заставляет задуматься, был ли выстрел. Или был только звук. Тем более, что вскоре появились и другие голоса. На YouTube выходит видео под названием «Ложь о покушении на Алламжанова разоблачена». В нем открыто утверждается, что все это — спектакль, заказанный для усиления политических позиций. В пользу этого говорит многое. Во-первых, отсутствие прямых доказательств. Во-вторых, внезапность, скорость и эффектность новости. Это слишком удобно. Слишком быстро. Слишком хорошо срежиссировано, чтобы быть реальностью. Узбекское общество не раз сталкивалось с тем, как под видом угрозы выстраивались политические конструкции. Фейковые перевороты, заговоры, инсценировки — часть региональной традиции удержания власти. И когда что-то выглядит слишком чисто, это повод копать глубже. Тем более, что сам Алламжанов после покушения резко исчез из публичного пространства. Никаких интервью, ни одного живого видео, ни одного обращения. И снова молчание. А если бы человек едва избежал смерти, разве он бы молчал? Он бы стал символом сопротивления, жертвой системы, флагом новой политики. Но в этом случае ничего. Как будто цель была достигнута не в реальности, а в инфопространстве. Как будто вся эта история нужна была не для защиты, а для давления. Не на киллеров, а на конкурентов. Если ты хочешь устранить соперников, сделай из себя мишень. В политике, особенно в узбекской, это старая тактика. И в этом случае она сработала идеально. Формально все расследовано. Юридически никто не докажет, что было иначе. Но общество не глупо, оно чувствует, когда его пытаются ввести в заблуждение. Когда политик становится мишенью, важно не кто стрелял,
а кто выиграл от выстрела. Потому что настоящая цель — не уничтожить, а усилить нужного человека. А теперь разберемся, кому покушение на Алламжанова принесло выгоду. Сам он — фигура давно известная. Не просто медийщик, а архитектор имиджа Мирзиёева в первые годы. Один из немногих, кто мог говорить наравне с элитой и при этом пользоваться поддержкой за пределами чиновничьего аппарата. После отставки с официальных постов Алламжанов не исчез. Он продолжал влиять на повестку, контролировал медиа, участвовал в культурных проектах и позиционировался как интеллектуальная оппозиция внутри системы. А для таких либо путь наверх, либо удар ниже пояса. Такой удар может быть выгоден самому объекту. Инсценированное покушение — это способ резко повысить ставки. Сразу появляются вопросы: кто враги? Кто заказчики? Почему именно он? Политика работает через эмоции. Жалость, страх, сочувствие — это валюта. И если ты пережил покушение, ты автоматически становишься фигурой национального значения. Именно после инцидента Алламжанов замолчал. Не исчез, а выждал. Он дал обществу возможность додумать все за него. Это старая тактика: не защищайся, позволь врагам сделать тебя героем. Не доказывай, что ты в опасности, просто позволь людям поверить в это. И с этим он справился безупречно. Следующий выгодополучатель — клан, стоящий за Алламжановым. Узбекистан давно живет по принципу «свой среди своих». Каждая сильная фигура — это либо продолжение определенного финансово-административного узла, либо его инструмент. Покушение могло быть выгодно не для борьбы, а для передела. Когда один клан показывает, что его люди под ударом, он требует усиления позиций. Он может продвигать новых кандидатов, требовать новых полномочий, защищать активы. Именно так работают внутрисистемные договоренности. Внешняя трагедия, внутри — холодный расчет. И если покушение не приводит к зачисткам, оно приведет к укреплению. Но есть еще один сценарий. Покушение как операция спецслужб. Не в целях устранения, а для предупреждения. Сигнал мы можем без желания доводить до конца. Предупреждение, чтобы притормозить амбиции. Чтобы кто-то не забыл, кому он обязан жизнью и положением. Именно поэтому дело выглядит сырым. Нет доказательств, нет логики, нет юридической прочности. Но есть эффект, страх, пауза, уход в тень. А тем временем реальное расследование как будто стоит на месте. Международный розыск. Интерпол. Где доказательства, что они действительно скрываются в Чечне? И если да, где нота протеста? Где международное давление? Ответ прост: этого давления нет, потому что цель не в расследовании. Цель в информационном посыле. И он сработал. Пока общество гадает, кто стрелял, настоящие авторы сценарию получают свое. Кто-то усиливается, кто-то выходит из игры, кто-то запугивает остальных. И все это под флагом борьбы с террором. Именно так система защищает свои интересы. Ни одного лишнего шага, ни одного публичного разоблачения. Все тихо, аккуратно, с видимостью правды. А общество? Оно снова остается без ответов. Без доказательств. Без видео. Без логики. Именно в этой тишине удобно творить настоящую политику. Когда никто ничего не знает, всем можно навязать все, что угодно. Так фейк становится инструментом. Инструментом влияния, шантажа, давления, возвышения. А иногда просто отвлечения от других тем — экономики, миграции, коррупции. Одним выстрелом 100 выгод.
И вот теперь вопрос, а нужно ли было реальное покушение? Может, достаточно было только создать ощущение покушения? Ведь эффект уже достигнут. В Узбекистане не ищут правду, ее моделируют. Когда создается инсценировка, она становится настолько реальной, насколько люди готовы в нее поверить. А если общество не требует доказательств, оно получает спектакль вместо фактов. История с якобы покушением на Камила Алламжанова — хрестоматийный пример этого явления. Все элементы, громкий заголовок, драматичное спасение, размытые обвинения, были поданы идеально. Но с самого начала никто не стремился раскрыть суть. Почему? Потому что суть — это лишние вопросы. А в авторитарных системах лишние вопросы опасны. Гораздо проще создать картинку. Не показывать доказательства, не устраивать пресс-конференций, не предоставлять экспертиз. А просто вбросить информационный вирус и наблюдать, как он работает. Власть знает, чем громче события, тем меньше кто-то осмелится копать. Ведь только идиот спросит о баллистике, если ему уже рассказали, что покушение не удалось. А значит, цель достигнута. СМИ проглотили. Телеграм-каналы разогнали. Народ поверил. И тут начинается главное. Общество успокаивается. А те, кто хотел сыграть эту партию, делают следующий ход. Это и есть механизм, по которому живет постсоветская элита. Не объяснять, а внушать. Не защищать, а уводить в сторону. Алламжанов — лишь фигура. Сегодня он жертва, завтра может стать героем, послезавтра — предателем. Смысл не в нем, а в алгоритме, который повторяется снова и снова. Скандал, инсценировка, пропаганда, тишина. Этот цикл работает безотказно. А общество просто движется по траектории, заданной извне. Почему никто не проверяет, где именно были российские киллеры? Почему нет ни одного документа, подтверждающего сумму в 1,5 миллиона? Почему Кадырова обвинили в укрытии и сразу замолчали? Потому что это не расследование, это пугалка. Пугалка для конкурентов. Пугалка для народа. В этом спектакле нет зрителей, все задействованы. Ты либо веришь, либо рискуешь быть против системы. А значит, ты лишний. Такая ложь не просто допустима, она становится нормой. Потому что она удобна, предсказуема и легко тиражируема. С ней можно управлять толпой без усилий. А если завтра покушение произойдет снова, никто уже не удивится. Никто не спросит, почему снова без фото, без камер, без улик. Все просто покивают и проглотят. Вот это и страшно. Ни покушение, ни оружие, ни киллеры. А то, что люди привыкли к лжи, как к погоде. Они перестали различать, где правда, а где сценарий. Где опасность, а где повод усилить контроль. Где трагедия, а где информационный вирус. И пока они верят, система будет продолжать. Ставить новые спектакли, назначать новые жертвы, играть новыми эмоциями. Без ограничений. Ты не увидел выстрела, но поверил, что он был. Ты не знаешь мотивов, но согласился, что они были. Ты не получил доказательств, но уже принял вердикт. А значит, ты стал участником спектакля. И в этой роли тебе отведена функция — молчать и аплодировать. Иначе — вылет из зала.